Всем привет, с вами Дема, и сегодня в этой серии я начну постепенную подготовку к новому сезону 2024 года своего чемодана. Поехали! Ice, 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 she wanna chill with a nigga. Ayy, soaking bitches with the champagne. I'm the new light skin Lil Wayne. I gotta touch it if them titties fake. If it's fake, I don't do this shit to entertain. Soaking bitches with the champagne. Первым делом я купил вот такой дистрибьютор питания. Чуть попозже узнаете, для чего он. Он будет использоваться не по назначению, но это очень продуманный шаг. Также помимо дистрибьютора я взял изоленту и клеммы. Ну а также две пары 20-х Арнольдов. Самых топовых ферритовых динамиков у компании Альфард на данный момент. Откручиваю динамики из чемодана и устанавливайте новые. Поехали. Динамики я выкрутил, но они немного не встают по ширине отверстия. Это можно исправить всего лишь подшкурив просто по кругу отверстия. И еще динамики немного залезают друг на друга, когда встают. Фотку я сейчас прикреплю. У меня уже есть решение этой проблемы, идейка. У меня от сеток есть вот такие вот полукольца. Только поставлю на два нижних динамика. То есть они будут приподняты у меня. А два верхних динамика будут как бы залезать. Я пропилю вот отверстие здесь. Ну, короче, вы увидите. Это единственная идея, которая мне пришла с минимальным количеством заморочек. Поставил я первые три динамики для примерки. Сейчас прикреплю видео, как все это вблизи выглядит. Собственно, из ободков сделал. Интересное решение. Мне кажется, нормально выглядит. Ну вот, одного проставочного кольца было недостаточно, поэтому я склеил два вместе. Два здесь и два тоже здесь. И как раз таки по толщине подходит максимально одинаково. И вот так они лежат. Очень плотненько. И, как по мне, очень симпатично выглядит это все. Брутально. Вот, собственно, эти колечки. Склеил их клеем. И вот так вот положил. Здесь подрезал, немного выпилил, чтобы заходило хорошо. И все. Динамик офигенно лежит. Выглядит тоже круто. Ну а следующие кадры я буду озвучить, поскольку на тот момент я заболел и не мог нормально говорить. Следующим шагом после уставления проставочных колец я решил заделать отверстие виброизоляции, поскольку проставочные кольца полукруглые и сверху и снизу образуются отверстия. И постепенно слой за слоем приклеивал виброизоляцию. Ну а следующим пунктом было принято решение заменить металлические ограничители крышки на другие. Как вы видите, из двух остался только один и очень хлипенький. Поэтому было принято решение взять вот такую змейку для проводов и заменить ее этими ограничителями, поскольку она очень прочная и гибкая. Ну а также прикупил вот такой вот прикольный Bluetooth модуль на аккумуляторе, чтобы не возиться с проводами, не подключать постоянно в телефон. Кому интересно, оставлю ссылочку в описании. Следующим шагом была установка дистрибьютора питания на минусовой провод. Я скинул предохранитель, потому что клеммы не скидываются из-за плотно сидящего манганата. Вот дистрибьютор для установки частично уже подразобрал и сейчас буду устанавливать. Вот таким вот образом у меня будет стоять дистрибьютор питания, провода уже обжал и заизолировал. Ну и вот так вот готовым образом уже все выглядит. Дистрибьютор стоит на месте, провода подключены, все обжаты, заизолированы, и манганат теперь стало гораздо удобнее заряжать. Ну и как вы могли уже догадаться, дистрибьютор я ставил для удобной зарядки манганата. То есть для зарядки манганата достаточно будет подключить минусовой крокодильчик на любой из трех болтиков на дистрибьюторе, а плюс как раз таки подключить на болтик предохранителя. А крепление для Bluetooth модуля я решил сделать из рамочек, которые предназначены для окон. То есть для зарядки достаточно будет его вот так вот вытащить, а после зарядки удобно поставить обратно. Итак, большая часть работы уже сделана. Вот так вот я поставил два кулера для охлаждения. Через кнопочку все сделал. Все офигенно работает. Теперь осталось поставить динамики, их скоммутировать, подключить и настроить. Итак, динамики уже вкинуты. Вот так это все красивенько выглядит. Изнутри коммутация уже выполнена. И осталось буквально закрепить провода, чтобы выглядело все это красиво.
Ну и вот так вот выглядит чемодан после моих переделок. Я думаю, получилось очень красиво. И сейчас осталось настроить только динамики и сделать пробный запуск. А также ради внешнего вида и небольшого прикола приделал вот такую вот удочку, которая будет дополнять внешний вид чемодана. Ну а теперь покажу, как орет чемодан на Арнольдах. Конечно же, к новому сезону усилитель поменяется на более мощный. Что ж, эта часть ролика подошла к концу. Также вам напоминаю, что у меня есть свой телеграм-канал, где публикуются новости раньше ютуба. Поэтому подписывайтесь, ссылочку оставлю в описании. Всех благодарю за просмотр, всем пока.